Привет, друзья! Вы находитесь на канале Колдомания. Меня зовут Александр, и сегодняшнее мое видео, то, которое я очень долго вам обещал. Я приехал на место, на котором был несколько раз. Было здесь с разными металлоискателями. А сегодня у меня в рюкзаке сразу два металлоискателя. XP Deus 2 и Minelab Manticore. Оба металлоискателя с 11 катушками. И сегодня будет ходовой тест этих металлоискателей. Так что, друзья, не переключайтесь, дальше будет обязательно интересно. Вот такое местечко. Я здесь был с Деусом 2, с Интроником я здесь был, с Деусом я не помню, здесь был, не был, уже не помню. И сейчас я вот здесь похожу. Здесь были хорошие находки, всякие разные. Итак, посмотрим, что мне удастся найти с этими двумя металлоискателями. Итак, друзья, как будет проходить тест? Я буду одним металлоискателем находить цель и потом буду сравнивать вторым металлоискателем. Значит, как я запланировал? Я запланировал, что буду проверять все цели, и цветные, и черные. И думаю, что там, допустим, 5-7 целей я найду. Допустим, сначала Деусом 2, а потом проверю их Мантикорой. Затем я поменяю металлоискатель, то есть буду находить цели, допустим, Мантикорой, 5-7 также, и потом сравнивать уже на Деусом 2 эти цели. Оба металлоискателя собраны. XP Deus 2, Minelab Manticore. Оба металлоискателя с 11 катушками. Сейчас начну ходить. Наверное, сначала начну с Мантикорой. И буду сравнивать уже найденные сигналы, проверять XP Deus 2. Затем сделаю наоборот. Буду находить сигналы XP Deus 2 и перепроверять буду Мантикорой. Итак, друзья, настройки Мантикоры. Программа у меня Low Conductors. Чувствительность поставил 29. Может быть, опущу до 28, но в принципе попробовал походить, нормально ходится. Так, громкость понятна. Вот Low Conductors. Отстройка от вектор помех сделал автоматическую. Баланс грунта сейчас откачаю по месту, посмотрим, что получится. Так, скорость отклика 3. Дискриминация вообще вся выключена. Ferro Limits, верхний предел 5, нижний 0. Так, Ferro Volume 7, то есть громкость леза можно выключить. Ferro Pitch, как удобно уху. Стабилизатор выключен полностью. Так, дальше у нас полифония. Тема расширенная. Здесь вот так. Threshold не использую, профиль medium. Так, и мультичастота. Все. Вот на таких настройках я буду ходить на Мантикоре. Вот первый сигнал. Как я говорил, буду и железный проверять, и цветной. Я считаю, что это какая-то железяка лежит. Но Мантикора ее отцветняет, честно говоря. То есть, как вы видите, вот она рисует кракозябру. Вот такую. Так, сейчас выключу. Сейчас посмотрю, что покажет Deus 2. Итак, Deus 2. Deus 2 прям показывает железяку. То есть даже по звуку. Сейчас проверим. Ну вот и сигнал. Подкова. Оба металлоискателя в принципе показали, что это железо. Но если совсем честно, конечно, Deus 2 более четко распознал то, что это железо. Мантикора такой спорный сигнал был. Ну вот, подкова. Цветной сигнал выдает 22-23. Мантикора сказала копать. Deus 2 говорит 57-59. Ну что, проверяем. Итак, друзья, это оказалась вот такая проволока. Следующий сигнал 39-40. От 42. Выдаю вообще статичный. Deus 2. 75.
74, 75. Хороший сильный сигнал. Итак, друзья, это вот такой крестик. Прямолистный. С ушком. Отличный. Я, друзья, нашел интересный сигнал. Чем он интересный? Тем, что он спорный. Видите, что рисует? Мантикора. То есть это не точечный сигнал. Если так, то загиб еще больше. Но выдай не меняется. Я подразумеваю, что все-таки это железо. Deus 2. Deus 2 говорит, что это 100% железо. Видите? При том, что это очень большое железо. Давайте проверим. Это оказалось вот такое железное кольцо. Честно говоря, Deus 2 лучше отработал на него. Я бы с Deus'ом точно не стал копать. С Мантикорой спорный сигнал. Так, друзья, достаточно спорный сигнал. Почему спорный? Потому что выдай прыгает и периодически улетает железо. Но видите, где он стелится? Это значит очень глубокая цель. А так вообще не видит его почти. Хотя нет, видит, вот он, только вперед здесь. Посмотрим, что покажет Deus. Deus 2, вот он рисует точечку, но без выдай. Вообще без выдай. То есть что-то такое на уровне грунтоглюка. Я в такой копать не стал. Но из-за того, что это спорный сигнал, я и хочу проверить. Оказался это железный сигнал. Вот такой. Что это такое, непонятно. Но смотрите, какая глубина. 2 штыка почти. И Deus видел очень плохо, честно говоря, плохо. Мантикора видела лучше. Намного лучше. Практически 2 штыка. Вот раз штык. Ну, практически почти 2 штыка. С самого низа достал. Deus видел очень плохо. Практически на уровне грунтоглюка. Мантикора видела. Она, конечно, отцветняла его. Но все равно под одним углом она видела как черный, под другим как цветной. Это что-то типа гвоздя ржавого. Как-то так. Выдай 40-42. Мантикора. Мантикора говорит, копай. Выдай 75. Годограф чертит не прямую линию, кракозябу немножко. Так, вам так не видно, солнце. Яночка, ты где? Вот так. Так, наверное, да? А вот так прямую, практически. Ну что, проверяем. Друзья, это монета, 3 копеечки. Какой год? Непонятно, грязная вся, 1940, по-моему. 40-й, да, 40-й, 1940 год, 3 копеечки. Оба металлоискателя сказали, копай. Итак, друзья, я нашел 6 целей. 2 черных, 4 цветных. Черные цели это был подкова, обломок гвоздя и 2 проволоки цветные, крестик прямолистный и 3 копеечки СССР. Сейчас это я проверял мантикорой, то есть находил сигнал мантикорой, потом перепроверял Деусом 2. Сейчас делаю наоборот, начинаю ходить с Деусом 2, а перепроверять буду мантикорой. Друзья, настройки металлоискателя XP Deus 2. Ходить буду на программе «Весна». Все настройки вы можете посмотреть на моем канале. Тут как бы ничего такого
Особенного я изменений не делал. Единственное, вот вырезку сделал 23-27. Все, шумодав двоечка. Все, больше тут ничего не менял. Ну и чувствительность 95. Все остальные настройки вы можете посмотреть на моем канале. Первый сигнал, который нашел, слил со вторым. Это железо, 100%. Я думаю, это что-то типа гвоздя. Или что-то еще другое, какой-то обломок железа. Посмотрим, что скажет Мантикора. Мантикора говорит 100% железный сигнал. Итак, друзья, это вот такой маленький гвоздик. Вот он, здесь вам видно. Оба металлоискателя отработали хорошо и правильно показали, что это железо. Вот 4, 95. Хороший цветной сигнал. 90, 91. Хороший цветной сигнал. Монета. Это, по-моему, 2 копейки, 24 год, насколько я вижу. Не видно. Ну, по-моему, 2 копейки, 24 год. Оба металлоискателя отработали хорошо. 46. Ну. 45, 46, иногда 50. Белых-2 рисует кракозябры. Мантикора. Мантикора показывает, выдает 12-13. Тоже цветной сигнал. Это оказалась монетка, 15 копеек. Год не вижу. Пятнашечка. 53. 54. Хороший цветной сигнал. Что же Мантикора? Выдает 19. 22. Ну, тоже говорит, копай. 20 копеек. СССР. Год. Год не вижу. Оба металлоискателя отработали хорошо. Очень слабый сигнал. Реально на грани. 50-51 выдай. 52. Ну, где-то в этом пределе. 50-51. Иногда даже со срывом в железо. Итак, Мантикора. Выдает 13-14. Показывается, что цель очень глубоко. Но, честно говоря, более четкий сигнал, чем на Деусе втором. Итак, друзья, ха-ха, чешуя. Она здесь есть. Ее здесь, конечно, маловато, но она есть. Глубина практически штык. С самого низа. Это у нас, я не знаю кто. Михаил Федорович, по-моему. По-моему, здесь Михаил Федорович мне попадался. Вот. Ну что. Во-первых, наверное, тест можно будет заканчивать. Деус второй увидел. Прям на грани. Мантикора увидела получше, честно говоря. Но оба увидели. Если знать место, выхаживать, увидят оба. То есть и тем, и другим можно найти. Но это надо выхаживать. Это надо знать. Но я просто это место знаю. Вот. И поэтому я слушаю здесь все сигналы. Вот. Но по факту увидели оба металлоискателя. Мантикора чуть лучше. Итак, друзья, ну вот и закончился этот тест. Честно скажу, непростой. Ходить с двумя металлоискателями, перепроверять каждый сигнал то одним, то другим, при том, что не знаешь, что за сигнал. Это не на яме, когда ты точно уверен, что там за сигнал, и ты точно знаешь, что накрутить, куда накрутить.
А это именно ходовой поиск. Я обещал вам это видео записать, я его записал. Проверял сигналы, которые находила Мантикора Деусом 2, проверял сигналы, которые находил Деус 2 Мантикорой. Были и черные сигналы, и цветные, в общем, всякие. Все это вы видели в видео. Что я могу сказать? Какой вывод? В принципе, плюс-минус эти металлоискатели одинаковые. Что Мантикора, что Деус 2, они видят сигналы плюс-минус одинаково. Единственное, вот глубокий сигнал, когда попалась чешуя Мантикора, мне показалось, что она увидела чуть четче. Но Деусом 2 я бы тоже ее увидел, потому что я знаю это место. Я на этом месте был уже 4 или 5 раз точно. И я знаю, что здесь есть чешуя. Я бы этот сигнал не пропустил. Если вы бы пришли на новое место и не знаете, какие сигналы вам попадаются, в принципе, может быть, и можно пропустить сигнал. Но в наушниках навряд ли. Тем более я ходил на программе «Весна». Если бы я поставил ходовую, но ходовая сейчас не работает. Тут столько влаги, что просто грунтоглюки идут. Я попробовал на ходовой, не получилось. Мантикора работает очень хорошо. Прям без разницы, какой грунт, она отрабатывает прям очень хорошо. При том, что я ходил на чуйке 28. Какой можно сделать из всего этого вывод? Если вы стоите перед выбором либо Deus 2, либо Мантикора, то я бы советовал, если у вас до этого был металлоискатель фирмы Minelab, берите Мантикору, вы не прогадаете. Если вы хотите плюсом еще ходить по пляжам, как я хожу под водой, ну то есть имеется в виду по грудь, опуская металлоискатель в воду, берите Мантикору, у нее есть маленькая катушка. На Deus 2 тоже сейчас уже вышла катушка, но я ее покупать не собираюсь, но мало ли все-таки чем плох Deus 2 для подводного поиска. Это вот слетающий блок. И вот это мне не нравится. Если вы хотите в разведку ходить, и у вас до этого был металлоискатель фирмы XP, однозначно берите Deus 2, вы не прогадаете. Металлоискатель отличный. Итак, а что же я решил для себя? Я вам обещал записать это видео и после этого видео сказать итог, что я решил для себя. Итак, для себя я решил вот что. С Деусом 2 я буду ходить на разведке. Ну то есть, когда надо идти много, когда надо пройти много расстояния, там часто переходы и так далее, однозначно Deus 2. Он легкий, он беспроводной, это огромный плюс. Когда я иду на пляж, это однозначно Мантикора, это без вопросов. У меня есть маленькая катушка, мне не надо покупать маленькую катушку на Deus 2. Я сразу же на пляж иду и беру Мантикору. Если же я собираюсь какое-то место выбивать, то, наверное, все-таки Мантикора будет в приоритете у меня. Почему? Потому что у меня есть на нее большая катушка 15×12. И еще один плюс в пользу Мантикоры. В настройках Мантикора проще, чем Deus 2. Более понятно настраивается, чем Deus 2. И если вы вот были новичком, хотите профессиональный металлоискатель, то однозначно Мантикору. Deus 2 все-таки посложнее. Честно скажу, он сложнее. Поэтому как-то так. Но, друзья, конечно же, финальный вывод делать только вам. У каждого из нас свои предпочтения. Кто-то предпочтет Deus 2, кто-то Мантикору, кто-то может быть Equinas, а кто-то Легенду. Это как бы решайте сами. У каждого из нас свои предпочтения, у каждого из нас свой кошелек. Если у вас остались какие-то вопросы, или я рассказал, или показал что-то недостаточно подробно, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Я обязательно отвечу на ваш вопрос. Сезон только начинается. Сделал я всего несколько выходов. Пока сезон начинается, так скажем, слабо. Вот. Но ничего, я не отчаиваюсь. Надеюсь, что все-таки он раскачается. И будут интересные выходы. Поэтому, друзья, те, кто не подписан к каналу, подписывайтесь. Мой канал есть на YouTube, на Рутуб и на Дзен. Все видео дублируются везде. Ну а пока я предлагаю вам посмотреть и другие видео на моем канале Кладомания.